Здравствуйте, друзья! С вами на связи Московский планетарий, и это новый выпуск рубрики «Астроузнайка». Меня зовут Елена. Я постараюсь ответить на те вопросы, которые вы задавали нам в социальных сетях. Их оказалось довольно-таки много и очень интересные. Первый вопрос звучал так. Всегда хотелось поподробнее узнать об астероидном поясе между Марсом и Юпитером. И была ли там когда-нибудь планета? Между планетами Марс и Юпитер существует пояс астероидов. Он еще называется главный пояс астероидов. На самом деле поясов астероидов у нас два. Вот один находится между Марсом и Юпитером, а другой пояс Койпера, находится за Нептуном на границе нашей Солнечной системы. Главный пояс астероидов как бы делит нашу систему на две части. Есть планеты земной группы, это Меркурий, Венера, Земля и Марс, и планеты газовые гиганты, это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Вот как образовался пояс астероидов? В XIX веке ученые считали, что этот пояс образовался, когда была разрушена планета Фаэтон. Считалось, что много миллионов лет назад в нее врезалась комета. А вот дальнейшие исследования пояса астероидов показали, что суммарной массы всех астероидов не хватает для того, чтобы из них собрать целую планету. Но и тем более требуется огромное количество энергии для того, чтобы планету разрушить. Современные ученые считают, что пояс астероидов образовался из молодой планеты, которая только-только начала формироваться. На нее стала действовать гравитация огромной планеты Юпитер, и в конце концов она ее разрушила. И вот из этих осколков образовался пояс астероидов. По другой теории считается, что никакой такой планеты не существовало, даже молодой образующейся. Пояс астероидов сразу сформировался таким, какой он есть и сейчас, из осколков планет, которые формировались в то время. Сразу от двух зрителей поступили вопросы о черной дыре. О том, как она зарождается, как умирает, где они находятся, рассекает ли оно пространство и может ли это быть телепортом. Вот сейчас сразу на два этих вопроса я и буду отвечать. Итак, черная дыра – это область пространства-времени, гравитационное притяжение которое настолько велико, что покинуть ее не могут даже те объекты, которые обладают сверхсветовыми скоростями. То есть даже свет не может из нее выбраться. Собственно, почему называем ее черной, да? Существует несколько вариантов образования черной дыры. Первое – это гравитационный коллапс или катастрофическое сжатие очень массивной звезды в конце ее эволюции. Второй вариант – это коллапс ядра галактики или протогалактического диска. Третий вариант – формирование черных дыр в момент сразу после Большого взрыва в результате колебаний гравитационного поля или материи. И четвертый вариант – это возникновение черных дыр в ядерных реакциях высоких энергий, так называемые квантовые черные дыры. Черные дыры не рассекают пространство, но искривляют его, потому что черные дыры обладают огромной массой, миллиарды масс Солнца, собранные в маленький объем. Соответственно, в окрестностях черной дыры пространство и время искривляется. Если вы хотите поподробнее узнать об искривлении пространства и времени, вам нужно обратиться к общей теории относительности великого ученого Альберта Эйнштейна. Может ли черная дыра быть телепортом? Вот на мой взгляд, нет. Просто потому, что черная дыра, она обладает большой массой, да, соответственно, обладает большой силой притяжения. Она к себе все притягивает. Газ, пыль, свет и не отпускает наружу. Но все в нее попадает, но обратно не вылетает. Черная дыра находится от нас на довольно-таки огромном расстоянии, 26 тысяч световых лет в центре нашей галактики. Она называется сверхмассивная черная дыра Стрелец-А. Тут представьте, насколько далеко она от нас. То есть туда лететь с Земли 26 тысяч лет со скоростью света. А скорость света пока это самая быстрая во Вселенной штука. Вот. Поэтому, соответственно, эти черные дыры никакой опасности для нас не представляют.
Следующий вопрос. Почему место восхода и заката Луны за горизонт сильно отличается в разные месяцы и фазы? Это как-то связано с наклонением оси планеты Земля? На самом деле, да. Видимое движение Луны на фоне звезд – это следствие движения Луны вокруг Земли и обращения Земли вокруг Солнца. Земля имеет наклон. Так? С северной стороны она смотрит на полярную звезду. И также под наклоном она двигается вокруг Солнца, обращается вокруг Солнца по орбите. Двигаясь таким образом, Земля как будто бы подставляет разные полушария под прямые солнечные лучи. Соответственно, от этого меняется и освещенность нашей планеты, и, соответственно, времена года. Летом освещенность северного полушария лучше. Соответственно, Солнце и Луна также, они как бы встают не строго на востоке, а севернее, для того, чтобы путь по небу у них был дольше, да, для того, чтобы Солнце освещало дольше Землю, но, соответственно, Луна также дольше будет проходить по небу. То есть не на востоке, а на северо-востоке встает Луна и Солнце. И не на западе, а на северо-западе будут они заходить за горизонт. Зимой, когда освещенность северного полушария меньше, соответственно, Солнце встает, опять же таки, не строго на востоке, а немного южнее. Также и Луна тоже встает не строго на востоке, а южнее, и они проходят довольно-таки короткий путь по небу. Солнце и Луна встают строго на востоке и уходят за горизонт строго на западе, на самом деле только 2 раза в год, в дни весеннего и осеннего равноденствия. И, соответственно, если вы заметили, да, что Луна встает в разном месте из-за горизонта и заходит за горизонт тоже в разном месте, это, соответственно, зависит именно от того, что ось планеты имеет наклон, ось Земли имеет наклон, и она обращается вокруг Солнца. Итак, вопрос от нашей буквально-таки юной зрительницы, которая спрашивала, сколько на небе звезд и как появились созвездия. Вот, находясь на Земле и смотря звездное небо, мы видим те звезды, которые находятся в нашей галактике, которая называется Млечный Путь. Ученые подсчитали, что в нашей галактике около 300 миллиардов звезд, но все сразу мы их, конечно же, не видим. Без телескопа человеческий глаз может увидеть около 6000 звезд, по 3000 звезд каждого полушария. Несмотря на то, что звезды – это такие же Солнца, как и наше, но они находятся от нас настолько далеко, что от них приходит к нам мало тепла и света. Когда мы смотрим на звездное небо, мы видим там яркие звезды, которые как будто бы образуют фигуры в небе. Это и есть созвездия. С древних времен люди смотрели на звездное небо, замечали эти яркие звезды, и для того, чтобы запоминать их и легко находить, они как раз и начали соединять их в различные фигурки. Геометрические фигуры, фигуры животных или каких-нибудь мифических героев. Соответственно, так созвездия и появились. Количество созвездий и название созвездий у всех народов разное было. Ну, представьте, есть самое знаменитое созвездие нашего северного полушария – это Большая Медведица. И самая яркая ее часть – это ковш Большой Медведицы, то есть 7 ярких звезд. Вот мы его с вами называем ковш Большой Медведицы. Однако, например, в Древней Греции эту фигурку называли колесница или раковина. В Древней Руси ее называли лосем. Индейцы Северной Америки считали ковш скунсом, а в Древнем Египте называли такую фигурку гиппопотамом. Вот для того, чтобы не путаться в количестве созвездий в их названиях, в начале 20 века Международным астрономическим союзом было решено, что созвездий в небе будет 88, вот строго 88 созвездий в небе, и у них будут определенные названия, в основном относящиеся к мифам, героям Древней Греции.
Далее. Хотят у нас спросить про разумную жизнь в космосе, ведь находят экзопланеты в других системах, и узнать о поиске разумной жизни в нашей галактике. Да, экзопланеты, конечно же, находят. Что такое экзопланета? Экзопланеты – это планеты, которые находятся не в нашей Солнечной системе, а обращаются вокруг других звезд нашей галактики. Долгое время сложно было обнаружить такие планеты, потому что все-таки они находятся очень далеко от нас. Они очень тусклые, а свет звезды очень яркий, и находятся они от нас очень далеко. Для обнаружения таких планет на орбите Земли находилась космическая обсерватория Кеплер, и сейчас этим занимается телескоп ТЕСС. И вот исследования этих телескопов позволили узнать и обнаружить более 4000 экзопланет, которые вращаются вокруг более чем 3000 звезд. И в 715 из них обнаружена более чем одна планета. Некоторые из этих планет имеют атмосферу, и, возможно, на их поверхности есть вода. Обитаемыми планеты считаются те, на которых имеется какая-то примитивная жизнь, там бактерии, микробы, растительность или животный мир. И не обязательно, чтобы там была какая-то цивилизация. Ученые считают, что если они смогут найти в ближайшие несколько десятилетий хотя бы одну планету с возможными следами жизни, то это может говорить о том, что в нашей галактике могут быть и другие миры, подобные Земле. Но пока что ни одной такой планеты не обнаружено. Итак, последний вопрос на сегодня касается малых планет Солнечной системы. Какие они и где находятся? Малыми планетами Солнечной системы называют Плутон, Хаумеа, Макемаке, Эрида и Церера. По-другому еще карликовые планеты. И вот эти карликовые планеты, они в основном находятся за Нептуном, в поясе астероидов, в поясе Койпера, который находится на границе нашей Солнечной системы. Самая знаменитая карликовая планета, это, конечно же, Плутон. Раньше мы его считали основной 9-й планетой, а вот потом ученые подумали и решили, что, во-первых, он слишком маленький, ну а во-вторых, начали находить и другие планеты, похожие на Плутон в поясе Койпера. И, соответственно, в 2006 году Плутон перевели в разряд карликовые планеты, так же, как и другие малые планеты нашей системы. Плутон – это самый крупный объект пояса Койпера, а вторая по величине – это карликовая планета Эрида. Ее обнаружили 5 января 2005 года и назвали в честь греческой богини раздора Эрис, ну или Эрида. Планета Хаумеа, тоже очень интересная карликовая планета. Один оборот вокруг Солнца у нее занимает 281 год. Представляете, планета находится очень далеко от Солнца. Для того, чтобы облететь вокруг звезды нашей, ей требуется очень много времени. 281 год. Но вот зато вокруг своей оси эта планета вращается быстрее всех. 4 часа всего лишь. Да? Из-за этого у нее очень интересная форма. Она похожа на яйцо, лежащее на боку. Следующая карликовая планета Макемаке названа в честь бога-создателя человечества с острова Пасхи. На самом деле очень интересно. Обнаружили эту планету через несколько дней после, собственно, праздника Пасхи. И изначально стали называть его пасхальный кролик. И вот если бы не переименовали эту планету, была бы у нас такая забавная планета карликовая, пасхальный кролик. Ну и последняя карликовая планета – это Церера. Знаменитое такое название, потому что раньше Цереру считали самым крупным астероидом в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Но затем ее буквально повысили в звании и стали считать карликовой планетой. То есть Церера – это карликовая планета. Соответственно, напомню, что у нас есть 5 карликовых планет или малые планеты Солнечной системы. Плутон, Эрида,
Хаумеа, Маки-Маки и Церера. Ну что ж, друзья, я постаралась ответить на все ваши вопросы. Спасибо вам за них. И сейчас мы ожидаем от вас новых вопросов для выпуска рубрики «Остроузнайки». Спасибо вам. До свидания.